Всем привет! Если вы ищете идею для идеального завтрака, быстрого перекуса или даже классной закуски на праздничный стол, вы попали по адресу. Сегодня мы приготовим невероятно нежный, сытный и очень вкусный паштет из консервированного тунца. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Для начала нам понадобится 3 куриных яйца, которые предварительно нужно отварить вкрутую и охладить. Чистим их от скорлупы и отправляем в глубокую миску. Обычно для паштетов используют блендер, но сегодня мы сделаем его фактурным. Поэтому берем обычную вилку и тщательно разминаем яйца до состояния мелкой фракции. Нам нужно, чтобы кусочки были мелкими, но все же ощущались. Это придаст закуске правильную домашнюю текстуру. Теперь переходим к главному герою нашего блюда. Это консервированный тунец, которого нам понадобится 160 граммов, то есть как раз одна стандартная баночка. Вы можете брать тунец как в собственном соку, так и в масле. В данном рецепте это не принципиально. Очень важный кулинарный момент. Обязательно предварительно слейте всю жидкость из консервы. Если этого не сделать, паштет получится слишком жидким и будет просто стекать с хлеба. Выкладываем рыбу в миску к размятым яйцам. Снова берем вилку и хорошенько разминаем тунец, одновременно с этим перемешивая его с яйцами до более или менее однородной массы. Затем берем 50-60 граммов любого твердого сыра, который предварительно натираем обязательно на мелкой терке. Крупная стружка будет выбиваться из общей массы, а мелкая идеально распределится по паштету и придаст ему приятный сливочно-солоноватый оттенок. Добавляем натертый сыр в нашу общую миску и еще раз все перемешиваем. А теперь добавляем ингредиент, который сделает этот паштет особенным и освежающим. Нам понадобится свежий огурец, тоже примерно 50-60 граммов. Разрезаем огурец вдоль пополам и с помощью обычной чайной ложки полностью удаляем из него семена. Зачем это делать? Семена огурца выделяют очень много сока. Если их оставить, буквально через полчаса наш паштет поплывет. Поэтому нам нужна только плотная хрустящая часть огурца. Теперь очищенный огурец нарезаем максимально мелким кубиком, соразмерно нашей яично-рыбной массе. Отправляем его в общую миску. Этот хрустящий элемент создаст великолепный контраст с нежной основой. Также нам понадобится небольшой пучок укропа, буквально 10-15 граммов, который предварительно нужно мелко порубить. Высыпаем его в нашу миску к остальным ингредиентам и хорошенько перемешиваем все содержимое. И вот теперь пришло время объединить все это великолепие в единую кремовую текстуру. Для этого мы добавляем сливочный сыр, нам понадобится от 100 до 150 граммов. Тут ориентируйтесь на свой вкус. Если любите паштет поплотнее, кладите ближе к 100 граммам. Если хотите текстуру, похожую на нежный воздушный мусс, смело используйте все 150 граммов. На этом этапе паштет нужно обязательно попробовать. Консервированный тунец и твердый сыр уже сами по себе солоноватые, поэтому соль добавляем по вкусу очень аккуратно. Достаточно будет небольшой щепотки. И еще раз все перемешиваем. Кстати, по желанию в паштет можно добавить 1-2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, который придаст паштету потрясающий аппетитный аромат и легкую пикантность. Но, если это быстрый завтрак перед работой, лучше оставить классический мягкий сливочный вкус. Наш паштет из тунца полностью готов. Я, как правило, для подачи использую любые хлебцы, которые есть дома, щедро, не жалея, намазывая на них наш паштет. Но не менее вкусно такой паштет подавать как на ломтике свежего хлеба, так и на гренках. И финальный штрих для идеального баланса вкуса. По желанию и по вкусу присыпаем сверху свежемолотым черным перцем. А украсить наш завтрак можно веточками укропа или, как это сделала я, листиками свежего тимьяна или майорана. Вы только посмотрите на получившийся результат. Текстура паштета получается невероятно нежной и кремовой, с хрустящими вкраплениями огурчика и свежестью укропа. И эта нежность очень удачно контрастирует с хрустящими хлебцами, которые превращают паштет в очень удачный вариант сытного и полезного завтрака. Обязательно приготовьте этот паштет и порадуйте себя и своих близких вкусным завтраком или полезным перекусом.
Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!